Я сижу в коридоре ТЦК. Рядом охранник из супермаркета. Его привели 3 дня назад. Потом приводят троих мобилизованных на улице. По поведению они были как наркоманы. Я не ел с утра и не знал, что будет дальше. А за несколько часов до этого я просто вез суши на самокате. Одесса, район Черемушки. Я подрабатывал курьером в Глово. Взял заказ, доставку суши и роллы, ехал по заказу. Вдруг параллельно мне начала притормаживать машина полицейских. Из открытого окна сказали «Остановитесь». Я остановился, они вышли и начали требовать документы. Я спрашиваю, почему вы меня остановили? Без шлема едете. Это не повод требовать документы. На самокате шлем не обязателен, это не нарушение. Предоставьте ваши документы, нам нужно проверить твою личность. Я сказал им прямо. Я в розыске у ТЦК, но у меня есть медицинские документы, и я отправил документы в свой районный ТЦК. У меня большие осложнения после операции, это отсрочка по закону. Мы тебя отпустить не можем. Поедешь с нами, покажешь медицинские документы, и тебя отпустят. Я согласился, тогда подумал, что нет другого выхода. Тем более закон был на моей стороне, все медицинские диагнозы имел при себе. Тогда я еще подумал, что у нас соблюдаются законы. Полицию я попросил подождать меня 5 минут. У рядом стоящего дома ждали заказ. Они погрузили самокат в багажник, и мы поехали ближе к дому. Я отдал суши клиенту. Дальше мы поехали в райотдел. Райотдел был недалеко. Внутри здания сотрудник сказал сдать телефон и подняться на второй этаж. Там был кабинет с представителями ТЦК. Я поднялся, зашел в кабинет. В кабинете 3 стола. За одним столом женщина, за двумя другими двое мужчин. И стоял еще один человек в камуфляже. Женщина мне сказала, подойдите и предоставьте ваши документы. Я показал медицинские документы и сказал, у меня проблемы со здоровьем после операции, мне по закону должна быть отсрочка. Она говорит, точно? У вас проблемы со здоровьем? Давайте документы посмотрю. Посмотрела, что-то записала и сказала, выходите и ждите в коридоре. Я вышел, сел на скамейку. Я сидел в коридоре, сидел и решил, нет, надо настоять на своем и отстоять свои законные права. До этого мне казалось, что у нас демократическое государство. Я постучал и снова зашел в кабинет. Говорю, отправьте меня на ВЛК, пусть проверит мои диагнозы, у меня серьезные показания. Мне положена отсрочка по закону. И тут женщина начала орать, как не в себе. «Выйди вон отсюда, закрой дверь!» Я обозлился, но молча вышел и закрыл дверь. Стал ждать. Но по такой реакции понимал, что мы для государства просто мясо, но не люди. Потом из комнаты вышел тот мужчина в камуфляже. Я ему говорю, отправьте меня на ВЛК, у меня серьезные показания к отсрочке. Я не могу принимать пищу без специальных медикаментов. Он сказал, жди до вечера, вечером решим, что с тобой делать. Я сел на скамейку в коридоре. Рядом сидел охранник магазина, пойманный ТЦК. Поговорив с ним, я узнал, что его привели сюда 3 дня назад. Он сидел эти дни в райотделе и ждал, пока его руководство за него договорится. Потом привели для мобилизации 3 людей по поведению как наркоманы. В коридоре была в основном тишина и вздохи людей, ожидающих своей участи. Уже был обед. Я не ел с утра, воду пил из бутылки.
еду не давали. До этого дня я видел в интернете сообщения от других людей, как их не отпускали, даже если у них есть основания получить отсрочку. Но в душе хотелось верить, что у нас в стране законы соблюдаются. В тот момент я чувствовал только одно – злость и желание сопротивляться беззаконию, бороться за свои права всеми методами, пока я жив. Даже если я был здоров, я пошел бы служить военным, но только за страну с демократией, какой и была раньше Украина. А страну, которая считает меня за бесправное мясо, как в моем случае произошло, я бы не пошел защищать никогда и ни за что. Вечером в коридор заходит человек в гражданском, называет мою фамилию. Я говорю: да, это я. Пойдем со мной. Мы спускаемся по лестнице, я спрашиваю: куда мы идем? Он толком не отвечает. Выходим на улицу, там стоит небольшой бусик, двери открыты. Рядом два человека, лет 25. На руках у них перчатки. Мне стало смешно в душе, потому что со стороны это выглядело как цирк. Как будто я какая-то дикая обезьяна, и мне приставили охрану, чтобы я никуда не убежал и ничего не сделал. Я снова спросил, куда мы едем. Мне ответили: в другой ТЦК. Я подумал, ну мне сейчас деваться некуда, так уж и быть. Сказали заходить в автобус, я зашел. Потом зашли эти двое, сели по бокам, наверное, чтобы я не выпрыгнул. Тот, кто меня посадил, начал спрашивать: как у тебя со здоровьем? Я начал рассказывать про свои заболевания, про то, что у меня разошелся шов после операции. Он сказал: ох, что же происходит? Таких людей, которым нужна отсрочка, у которых разошелся шов, и мобилизовывать. Какой кошмар! Потом сказал: ты не беспокойся, тебя сейчас отвезут в воинскую часть, в учебку. Там покажешь документы и тебя отпустят. Я подумал, ну да, да, конечно. Сначала обманули, что едем в другой ТЦК, а теперь опять обманывают. Приехали в какую-то часть Одессы, там на дороге уже стояло 5 человек. Я так понял, тоже мобилизованные. Потом подъехал большой автобус, мне сказали выйти и заходить вместе с этими людьми. В автобусе водитель и еще двое в камуфляже. Я зашел и начал говорить им: меня незаконно мобилизовали, у меня есть показания к отсрочке. Я с момента задержания ничего не ел, потому что мне нужно принимать медикаменты. Но это были просто мои эмоции. В тот момент я ничего не мог решить, и они ничего не решали. Автобус тронулся, мы поехали. Я сел впереди, остальные сзади. Мы не разговаривали. В салоне было тихо, только звук мотора и шин по асфальту. По дороге дали 2 минуты позвонить родным. Я позвонил сестре, сказал: меня везут, не знаю куда, может, в Винницкую область, свяжусь позже. Была одна остановка у магазина, сводили в туалет. Сопровождающие стояли рядом, смотрели. У меня не было телефона, я не мог сбежать, не знал, где я, и не мог никому позвонить. Уже темнело, я не видел дорогу, только смотрел в планшет водителя, видел точку, как она движется. Приехали мы в какой-то населенный пункт, уже темно, ничего не видно. Зашли в какое-то здание, там 4 человека в камуфляже, несколько столов, скамейки. Мобилизованным начали что-то давать подписывать, я ничего не подписывал. Отказывался от всего, потому что все действия были незаконными изначально. Потом всех отправили на склад получать форму. Я не хотел ее получать. Меня окружили люди в камуфляже, человек 7. Начали на меня орать, толкаться. Один ударил меня ладонью по лицу. Я начал кричать: убивайте меня, убивайте. Они сказали спокойнее: ну, ты понимаешь, нам просто нужно выдать форму.
Ты хотя бы просто положи ее в сумку и выходи. Я решил выйти из этой ситуации. Говорю, хорошо, давайте я положу сумку. Это ваша работа, но одевать не буду. Спросили размеры. Я говорю, не скажу, мне без разницы. Кидайте все, что хочешь. Накидали разного размера, я вышел. Все начали переодеваться, я не переодевался. Подошел старший военный, который должен был нас вести. Я ему все объяснил. Он сначала говорил, мы тебя оденем, мы тебя заставим. Я сказал, не доводите меня, иначе это для всех плохо закончится. Я за себя не отвечаю. Мне хочется убивать. Старший просто махнул рукой. Во мне была злость, я готов был сопротивляться до смерти, чтобы защитить свои права. Все загрузились в КамАЗ и нас повезли в саму учебку. По дороге пыль поднималась столбом, ничего не видно, трудно дышать. Мы все дышали одной пылью. КамАЗ был старый, с дырявым тентом. Ветер с пылью дул в лицо. Пыль забивалась в нос, в рот, в глаза. Кто-то кашлял, кто-то просто закрывал лицо руками и молчал. Я сидел в углу, закрыл глаза, думал, когда весь этот цирк закончится, и я восстановлю свои права. Приехали в учебку, выгрузились и нас повели в казарму. Завели в помещение, там 30 кроватей. Помещение небольшое, кровати в 2 яруса. Тонкие матрасы. И я до сих пор ходил в гражданской одежде. Другие в камуфляжах. Начались ежедневные однотипные дни. Я ходил к командиру роты, объяснял свою ситуацию. Часто была тревога, и ночью, и днем. Мы выходили из казармы и шли на полигон, в наш блиндаж. Блиндаж был сырой, весь в плесени. После нескольких ночей там все заболели. У всех была пневмония, температура. У меня заложило нос, даже одно ухо стало плохо слышать. Нас никто не лечил. Какие были другие мобилизованные? Кого-то поймали на улице, кто-то вернулся из плена и сразу в учебку отправили под конвоем. Я посмотрел в приложении «Резерв Плюс» в телефоне. Там было написано, что я отправлен на обучение в штурмовые войска. Я рассказал другим, с кем я близко общался. Они поняли, что нас готовят штурмовики на мясо. В основном люди были хорошие. Меня поддерживали, не осуждали. Я смотрел на них и думал, мы все здесь не люди для них, а куски мяса. Но внутри росла не только злость, росло решение. Я не хотел быть куском мяса. Я хотел оставаться человеком. Командир роты мне говорил, если не будешь слушаться, мы будем действовать по-другому. Я сказал, мне нужно, чтобы сестра отправила мне медикаменты и связалась с адвокатом. Он подаст в суд на нарушение моих прав ТЦК. Командир роты решил дать мне телефон для связи с сестрой. Я взял телефон и после этого его не сдавал. Сестра отправила мне документы. Я наконец-то смог принимать пищу. До этого я не ел с момента, когда меня остановила полиция. Мой адвокат подал в суд на ТЦК на незаконную мобилизацию. Каждый день я пытался изучать территорию, смотрел карту в телефон, накрывшись под одеялом, чтобы никто не видел. Изучал, планировал, ждал возможность, чтобы уйти. Сестра вызывала полицию, полиция приезжала в учебку. Брала у меня показания, я говорил, что вся мобилизация прошла незаконно. Ни ВЛК, ни подписи, все незаконно. Из учебки убежали двое. Одного увезли в город, у него был туберкулез, он сбежал из скорой. К другому приехали родители, а на следующий день он пропал. Его не нашли в казарме. 3 сентября сержанту поступил указ начать на меня давить. Я спросил его, почему ты изменил общение? Командир роты сказал. Я сказал ему, не дави на меня.
Если не хотите проблем, чтобы я с собой ничего не сделал или с кем-то другим. Он видел, что я не шучу по моему настроению и поведению. Потом они решили отправить меня работать в заброшенное здание. И 3 числа они отправили меня на полигон, в заброшенное здание. Сказали находиться здесь, разбирать здание. Я взял пакет со сменной одежды и пошел. Я зашел внутрь, здание было пустым, окна выбиты, сквозь дыры в стенах был виден полигон и казарма. Я подошел к окну, посмотрел и увидел, что все ушли на обед. Сопровождающие, остальные мобилизованные, все. Я остался один. И в этот момент я понял, либо сейчас, либо никогда.